Всем добрый вечер, друзья мои. Хочу сегодня с вами поговорить о таком понятии, как волшебный пендель. Когда-нибудь слышали такое понятие? Вот это мое изобретение. Друзья, слово «стимул», если вам вообще знакомо, это древнелатинское слово, означает «палка». Палка, которым гнали скот. Но это плохо звучит, но это так. Так вот, нужен какой-то стимул для того, чтобы, значит, себя заставить подняться со стула и идти вперед. К сожалению, этот стимул не всегда действует. Но у меня есть такое понятие в жизни. Иногда черная полоса становится взлетной. Так вот, чаще всего судьба черной полосой хочет нас толкнуть к каким-то действиям. Ты живешь у родителей, тебе некомфортно, ты хочешь личной жизни, ты хочешь отдельно жить. Чем старше мы становимся, тем больше у каждого свои предпочтения, тяжело вместе находиться бывает, да? Что делает человек? Человек идет вперед, старается заработать, подняться для того, чтобы обрести свое жилье. Вот этот волшебный пендель либо ему дают дома, либо он сам себе дает. И этот пендель его поднимет, проведет вперед. Потому что когда у него будет дом, у него появятся другие желания, у него появятся другие планы, которые он будет осуществлять. Человек привыкает к болотному существованию. Он привыкает к плохому в жизни. И он с радостью готов это все сваливать на судьбу, на общество, на кого угодно, только не на самого себя, к сожалению. Иногда, когда люди пишут, начинают ныть о своих проблемах, я бываю грубой. Я ставлю человека на место. Очень быстро. Иногда люди обижаются. Обижаются, но через некоторое время они понимают, осознают, почему я это сказала. И вы знаете, это им помогает больше, чем «Ой, ты моя хорошая, бедная, давай я тебя пожалею» и прочее, прочее. Иногда вот этот волшебный пендель человеку помогает больше. И люди, которые ко мне приходили после того, как разозлились на мою грубость, они хотели понять, по какому праву, почему я так им сказала, с чего я взяла, что они ноют и прочее. Они вот разозленные начали смотреть мой канал, начали изучать, начали понимать это все. И через некоторое время сказали мне спасибо. И среди вас, вот среди форумчан моих, да, тех, которые в моем форуме активнее всех пишут, как раз те люди, которые изначально получили грубый волшебный пендель для ускорения. Умный человек, он в каждом слове находит для себя истину, правду, находит для себя плюсы. Глупый человек обижается. Как говорят, дураку 100 палок не скажут столько, сколько умному одно слово. Это правда. Так вот, дорогие друзья, когда я вас ставлю на место, успокаиваю, привожу в порядок, не потому что я человека-ненавистник, а потому что я человеколюбие больше склонна к человеколюбию, чем к обратной стороне. Потому что я понимаю, что если человека сейчас пожалеть, если сейчас приголубить, если сейчас его там «Ой, ты мой бедный и несчастный», человек погибнет. В этой жизни ничего просто так не бывает. Я вам уже говорила. И враги нам даны для чего-то, и друзья нам даны для чего-то, и предательство нам дано для чего-то, и прочее, прочее. Все и вся нас чему-то учат. Случайно ничего нет. Судьба нам подкидывает испытания. Если мы поумнели, если мы сделали вывод, пошли дальше и добились большего, значит, мы молодцы. Если нет, значит, туда нам и дорога. Значит, правильно о нас говорили. Понимаете? Если вы будете отвлекаться на всяких дураков, то, вы знаете, вы будете только ими заниматься, только доказыванием им чего-либо и прочее, прочее. Пусть иди сюда. Как мне сегодня одна
Вы знаете, самое смешное, что пишут в форуме и удаляют. Чего вы удаляете-то? Если вы пишете, у вас смелости хватает, ну не удаляйте, дайте прочитаем, что ли. Вот застала тот момент еще до удаления, когда мне одна мадам написала: вот вы говорите, что вы историк, покажите диплом, докажите. А почему я должна кому-то что-то доказывать? Те, кто меня знает, прекрасно знают, кто я, что я. Почему я должна каким-то ничтожеством что-то доказывать? Скажите мне, оно мне надо? Университет имени Серафимовича. 2003 год выпуска. Просмотрите, там есть имена студентов. Так вот, что касаемо волшебного пенделя, почему я сейчас с вами об этом говорю? Мне просто написали пару человек в форуме, люди, которые несколько месяцев назад были обижены на меня за то, что я их поставила на место очень резко. Я им сказала: поднимите зад и делайте это. Не жалуйтесь, не нойте сутками. Вот, мне плохо, мне нехорошо. Поднимите задницу и сделайте то, что я вам отправляю, то, что я вам дарю, то, что есть в интернете от меня вам подарок. Когда они начали это делать, у них все поменялось. Так вот, волшебный пендель, оказывается, очень, очень даже благоприятно влияет на людей. Иногда людям просто лень даже листать, смотреть. Мне пишут: на продажу машины дайте, пожалуйста, ритуал. Это вам не стол заказов. Я не люблю такие вещи. Дайте ритуал на то, дайте на это. Я не робот по штамповке ритуалов. Я вытаскиваю из своих архивов, переделываю, делаю для вас. Да, это мое. Да, иногда бывает, что я беру за основу что-то и делаю новый ритуал, если есть нужда в этом. Но это не означает, что вы должны заказывать, знаете, официант, неси нам вина или чего-то еще. Человек не потрудился даже пролистать и посмотреть, что такие ритуалы есть, когда я сказала продажу дома или машины, все, что вам хочется продать. Изюм, там, 13 монет, начитать, оставить на перекрестке и сказать, что ты хочешь продать. И это продастся в ближайшее время. Даже не удосужились посмотреть. 100 каналов есть с моим именем. Есть, значит, ведьма Инга Хосроева, есть канал, отлично оформлено, там все есть, там все мои денежные ритуалы. Есть канал медиум Инга Хосроева. Там, чтобы долго не листать, там все вот именно девочки, я попросила их: возьмите именно денежные ритуалы, чтобы люди не искали. Хотя я могу эти ритуалы вам никому не отдать, правда? Я могу их продать, как все это делают. Но вам же лень туда лезть. Когда я вам даю пенделя волшебного, вы обижаетесь. Вы знаете, люди, по сути, вообще, по натуре эгоисты. Им сколько хочешь делай, они все равно будут говорить: а вот еще, а чего-нибудь. Слушайте, один ритуал, который работает, да, денежный, один, достаточно было одного вам подарить, и уже я была бы хорошим человеком. Вам подарено больше 200, там, 300, я не знаю, я счет потерял. Вы опять говорите, вы понимаете, что все эти ритуалы на деньги подходят на все случаи жизни. Без разницы, хотите продать, хотите купить, это же на удачу и на деньги. Вот как не дать таким людям пенделя, скажите? Звонят люди посреди ночи. Попросила миллион раз: дорогие друзья, пишите мне смс. Ну, некогда мне. Если я буду висеть на телефоне, я вообще ничего не успею. Напишите, я посмотрю фото и отвечу. Нет, звонит. 2 часа, 3 часа ночи. Я хотела с вами поговорить. Мне надо было поговорить, там, выяснить. А то, что 3 часа ночи, это ерунда. Ну, вы же сказали, вы поздно ложитесь. Ну, я человек, я женщина, у меня может быть личная жизнь. Может, я поздно ложусь, но это же не означает, что я должна с вами до утра по телефону чирикать. Стоит таким людям дать пенделя, чтобы они просто поняли, что воспитание и культура – это не последние вещи в этой жизни. Ведь так? Так что, дорогие друзья, не всегда пендель – это плохо. Мы своих детей наказываем. Если ребенок делает плохо, мы его наказываем. Если он сует пальцы в розетку, мы его наказываем. Это его спасает. Это спасает его жизнь. Если мы будем проходить мимо и делать вид, что мы ничего не видим, ребенок погибнет. То же самое с людьми. Когда я вижу неправильное поведение и поступок, я это говорю.
Я не говорю, вы такая-сякая. Я говорю, ваш поступок неправильный. Когда вы хотите критиковать человека, чтобы до него дошло, вы должны говорить о его поступке, о том, что его поведение, неправильно, возмутительное и недостойное. Умный поймет. Мне тоже пендели давали, когда я работала учителем. Ой, сколько было дела. Но зато знаете, как я поумнела от этого? Мне и враги пендели давали, и друзья. А сейчас уже после этих пенделей настолько безупречно я все делаю, что им больше докопаться не до чего. Они просто не понимают, что это они меня научили, что они мои самые лучшие учителя. Спасибо вам, дорогие мои. Почему? Потому что я один раз учила, второй раз учила, на что они больше внимания обращают, что они говорят, в чем мои слабости, где мои минусы были. Они это выносили, обсуждали. И в следующий раз, через много лет, этих минусов уже не было. И они думают, а что ж она ошибку-то не совершает? Потому что я, в отличие от вас, благодарна даже своим врагам. Что они меня научили очень многому в жизни. Очень многому. Друзьям я благодарна очень, но врагам я благодарна в 100 раз больше. Потому что если бы не они, я бы не была той, кем я являюсь. Да, между делом, скажу, худею очень сильно. Немножко обессилила, но нормально, ничего. И по своему методу делаю, и другое, и все пытаюсь все в одну кучу применить. Надо, лето уже. А то сейчас выступлю, скажу, друзья, я выявила новый способ, когда у меня получится, я вам скажу. Вообще самый лучший способ худеть, если хотите, это скотчем отсюда до сюда. Но не получается. Приходится я заставлять. Да. Что сказать, друзья? Если в жизни вам отказали в чем-то, значит, так тому и быть, значит, надо было. Это станет стимулом двинуться вперед. Если человека предали, оставили одну с детьми, и она вынуждена начала усваивать новые профессии, она начала лихорадочно искать какие-то пути выхода и нашла. И теперь она преуспевающая женщина, бизнес-леди, а он алкаш где-то валяется. Все, что в нашей жизни дается, это необходимо для нас. Это нужно. Воспринимайте самые страшные вещи в своей жизни как необходимость, как нужную вещь, как правильную вещь, которая из вас сделает сильных людей. Когда вы свои минусы превратите в плюсы, вот тогда ваши враги вас не победят никогда и ничем. Запомните, будут искать, что, чем, как сделать больнее. Где подколоть, где уколоть, где сделать больно, где напомнить о боли. Будут собираться все ваши старые новые враги. Причем это основное количество ваших бывших друзей. Учтите это. И они будут стараться всеми способами, методами вас скинуть. Вы должны их опередить, вы должны рассчитать их ходы в 3-4 раза быстрее, как на шахматной доске. Запомните это. Все свои минусы превращайте в плюсы. Они высмеивают у вас вот этот изъян, а вы покажите, что этот изъян как раз плюс. Что это как раз означает особенность. Что это особенность, данная от судьбы. Они будут искать другие изъяны, другую больную точку, твою ахиллесову пяту, чтобы туда надавить. А ты им скажи про то, что это тоже особенность. Сделай любой свой минус, свой плюс. Друзья мои, человек, который терпит физическую боль, он сильный. Человек, который терпит душевную боль, он непобедимый. Это сказала не я, это сказал Александр Македонский. А еще он сказал, человек, который победил самого себя, сможет победить весь мир. Прежде всего боритесь со своими страхами, со своим нытьем. Выкиньте это нытье к чертовой матери далеко. Не ныть и все. Ставьте себе просто-напросто, как вам сказать, план.
не бояться, не ныть, не переживать. В мире столько живых существ, на всех хватает и еды, и воды, и одежды, и кого, чего хоть. В мире столько живого. Посмотрите, учитесь у природы. Она какая щедрая, столько в ней красоты, сколько всего. Любите жизнь, любите каждый день своей жизни, цените. Оно может закончиться в любую минуту. Вы не знаете, что завтра с вами будет. Это говорит вам человек, который когда-то думала, что уже обречена и больше не встанет на ноги. Все.